Дорогие белорусы, соотечественники, уважаемые ветераны, гости нашей Беларуси. 22 июня 1941 года для всех белорусов день памяти и скорби, дата, разделившая жизнь народа на до и после. То летнее воскресное утро стало страшным рубежом между миром и войной, между светом и тьмой, жизнью и смертью. На нашу землю двинулась вооруженная, безжалостная армада, которая несла гибель и рабство. Фашисты не щадили ни стариков, ни младенцев. Это потом, после 9 мая 45-го, немцы назовут тот июньский день роковым для своей нации. А 80 лет назад гитлеровские убийцы намеревались пройти по Беларуси победным маршем. Они хотели пройти по нашей земле так же легко и быстро, как по Чехии, как прошлись по Бельгии, Голландии, Дании, Норвегии, Франции, Греции, Польше, по всему нынешнему Европейскому Союзу. Прошлись торжественным маршем. Друзья и недруги СССР к началу июля гадали, сколько еще страна продержится? 2 недели, 3, может, месяц? А берлинские стратеги уже запланировали фашистский парад на Красной площади в Москве. Но здесь, у стен белорусской, Брестской цитадели, буквально в первые часы войны нацистский блицкриг сорвался. Запомните на всякий случай это слово – блицкриг. Сорвался, когда в последние минуты своей короткой жизни воин нацарапал на стене: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». К сожалению, мы не знаем, кто он. Мы не знаем имен многих защитников Брестской крепости, не знаем, как они погибли и где похоронены. Запомните это нам сигнал. Буквально несколько недель назад ушел от нас последний свидетель тех событий – Петр Котельников. Но в памяти народа его имя будет жить всегда, как и имена его боевых товарищей лейтенанта Кижеватова, капитана Зубачева, майора Гаврилова и тысяч других советских героев. Это они не позволили фашистам взять твердыню над Бугом за 8 часов. Через 3 недели бои начались уже на дальних подступах к Смоленску, а Брестская крепость продолжала сражаться. Дорогие друзья, страшные были времена. Огромное количество мы похоронили, а еще больше без вести пропали. Так почтим же память героев, которые, пожертвовав собой, спасли мир, свободу и независимость минутой молчания. Захватчики,
а против Советского Союза воевала почти вся Европа. Не понимали тогда, почему даже в самых отчаянных ситуациях советский солдат не сдавался. Как вообще он смог выстоять и победить? Также сегодня нас не понимают потомки тех, кто в 40-е шли по белорусской земле на Москву, жгли дома и уничтожали людей. Недоумевают, почему мы все еще существуем на этой земле как государство. Видимо, им этого не дано понять. На реализацию цветного блицкрига были брошены огромные финансовые ресурсы. За последний год мы испытали на себе действие самых современных технологий гибридной войны. Белорусы все чаще спрашивают: так что, воевать будем? Да бросьте вы, белорусы, мы уже давно воюем. Просто война приобрела другие формы. Уже не будет тех войн, уже в эти ворота они не попрут тысячами солдат. Война начнется и всегда начинается в современных условиях изнутри государства. Возьмите любую, как мы ее называем, цветную революцию, которые совершены были в последние десятилетия. Было сделано все, чтобы взорвать общество изнутри, а они потом придут нас спасать. Сценарии прописаны, роли распределены. Просто мы оказались сильнее и мудрее. Рискну сказать, даже сильнее, чем в 41-м наши предшественники. Потому что мы определяем свою судьбу сами. Мы здесь решаем, провоцировать их или нет, ждать, пока они сюда прорвутся и порвут нас или нет. Мы суверенные независимые государства. Так будет впредь. При этом эти очумелые вот там, рядом, ждут от нас помощи. Требуют остановить нелегальную миграцию. Тысячи через границу из тех разрушенных стран, которые они пытались поставить на колени, а поставив, начали уничтожать. И они рынулись через Центральную Азию, Россию, туда, на толерантный Запад. Они их пригласили. И сегодня они взвыли: ах, белорусы их не защищают. В Литву, Латвию и в Польшу рынулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов. Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков. Аж из-за Атлантики слышен сигнал: помогите, как это было прежде, задержите ядерные материалы, чтобы они не попали в Европу. Так и хочется спросить: вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете от нас, чтобы мы вас защищали, как и прежде? Вы нас информационно душите, методично и коллективно, рушите, пытаетесь убить нашу экономику и ждете, что мы будем тратить сотни миллионов долларов, как и прежде, на защиту ваших геополитических интересов. Только безумцы могут так думать и рассчитывать на нашу поддержку. Боремся против этого зла как можем. Хотите, чтобы мы, как прежде, боролись? Делайте в этом направлении шаги, а не пытайтесь нас задушить. Это бесперспективно. Вы опоздали, господа.
Но от кого не ожидали участия в этом коллективном сговоре, так это от Германии. От тех, чьи предки уничтожили в Великой Отечественной войне не только каждого третьего белоруса, но и миллионы нерожденных детей. 80 лет назад, мне кажется, что было вот так. Тепло, светло, хороший воскресный день. Люди отдыхали, молодежь хотела жить. Кто-то собирался свадьбу справить, кто-то рожал, кто-то готовился рожать детишек. И вдруг, по-варварски, из-под тишка, в 4 утра обрушили на головы брестчан и всю Беларусь тысячи тонн металла. Это как называется? Прошло 80 лет. И что? Новая горячая война. Вы посмотрите, это что, символизм? Вчера, сегодня, ночью ввели санкции, экономические санкции против наших людей и наших предприятий. 22 июня, ночью. Вот уж действительно история так ничему их и не научила. А ведь все 80 лет после 45-го прошлого века, 80 лет, немцы шатались по всему миру, по Европе, по бывшему Советскому Союзу и каялись, рыдали, на коленях стояли, просили открыть памятники, похоронить еще не захороненных немцев, фашистов, которые пришли на нашу землю. И мы были добры и толерантны. Ладно мы, те, кто победил в этой войне, те, кто мучились, терзались, они открыли свои сердца и души и отнеслись по-человечески к ним. И что? Цитата вчерашняя. «Санкции необходимо распространить на целые сектора белорусской экономики». Читай, пусть подохнут там, то есть мы. Так и хочется спросить автора этих строк, некого Масса, министра иностранных дел Германии. Господин Масс, вы кто? Вчера каявшийся немец или наследник нацистов? Вы кто? Ответьте публично, хотя бы перед своим народом. Поэтому не надо каяться на публику за грехи своих предшественников. Грош цена этим покаянием, которое мы еще недавно слышали в Тростенце, вы помните, от президентов Австрии и Германии. Никакие слова не спрячут реальные замыслы. Вы должны не просто каяться, вы должны еще 100 лет вперед стоять на коленях перед белорусским народом и молиться, что вы смогли родиться после той войны. Вы должны делать все, чтобы зарубцевать в наших сердцах и душах раны от этой войны. Вы не душить нас должны, вы на руках должны нас носить. Немцы, поляки, так называемый Европейский Союз, потому что мы спасли вас от коричневой чумы. И ходили бы вы вместе с нами, всем советским народом, рабами, если бы они взяли верх. И не надо нас убаюкивать историями про оборонительные учения и миролюбие НАТО. Мы это наелись с 1941 года, когда мы вам верили и не извлекли уроков из истории. После победы подарил вам Восточную Европу, так называемые страны Варшавского договора, в обмен на ваши обещания, что вы никогда
не сделаете шага в нашем направлении и не будете, как модно сейчас говорить, расширять НАТО на восток. Вы, как минимум, лжецы, максимум подлецы. Вы все время врали, вы нас обманывали. А сегодня не получится. Мы сделаем все, чтобы защитить свою землю. И вот эти наши сыновья, которые здесь стоят под этими флагами победителей, запомните, сделают все для того, чтобы вы жили спокойной жизнью на своей земле. Вы, украинцы, белорусы и русские, поляки, евреи, татары, все, кто живет здесь, на этой земле, это ваша земля. Вас нигде не ждут. И не верьте этим обещаниям, что, выдав, например, карту поляка, вас там примут с распростертыми руками. Некоторых приняли, еле успели домой добежать. Это ваша земля. Берегите, белорусы, ее, цените ее. Она, потому что принадлежит не только нам, она принадлежит нашим детям и внукам. Они должны иметь этот клочок земли, на которой будут жить и растить своих детей. И то, что коллективный Запад продолжает грезить о новом броске на восток, мировом господстве и захвате богатых ресурсов восточнее Беларуси, мы это прекрасно видим. Тогда, после войны, разрушенную экономику некому было восстанавливать. Мы и сегодня не оправились от этой демографической катастрофы. Информационная травля ожидаемых результатов не принесла. Сейчас мы держим экономический удар. Хотелось бы знать, что дальше? Интервенция? Забудьте, успокойтесь. Дорого она вам обойдется. Холеные лица с высоких трибун по ту сторону границы бессовестно лгут с подачи беглых о том, что белорусский народ сам вымаливает санкции в отношении себя. Якобы белорусы готовы страдать ради некого эфемерного светлого будущего, которое принесут им эти добрые дяди на кончиках своих штыков. Да очнитесь вы, наконец, очумевшие и заблудшие. Ведь сколько в нашей истории было таких случаев, когда нам обещали, много обещали, и свободу, и независимость, и государство обещали нам создать для белорусов на кончиках штыков. И в результате что? А в результате в последней войне каждого третьего похоронили. Сколько было искалечено? Искалечено не только физически людей, но сколько было искалечено судеб, сердец, санкций, провокаций. Так и хочется спросить, вы что, это специально делаете? Хотите испытать границы на прочность, а новое поколение белорусов на патриотичность? Давайте попробуем. Послушайте, неужели история так ничему вас и научила? Посмотрите, как и 80 лет назад регион находится на грани глобального конфликта. Я обращаюсь прежде всего к народам, в очередной раз, к народам наших соседних стран, полякам, литовцам, латышам, украинцам. Очнитесь. Очнитесь, пока не поздно, разберитесь вы с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность. Посмотрите, какой красивый мир. И в этом мире мы нормально всегда жили, по-соседски, делили кусок хлеба, ездили друг к другу. Давайте остановимся у этой последней черты. Завтра будет поздно. Неужели среди украинцев, литовцев, латышей, поляков, к которым белорусы всегда относились дружественно, найдутся те, кто готов пожертвовать этой своей мирной жизнью ради безумства и амбиций отдельных руководителей этих государств? Политиков, которым на самом деле наплевать на наш белорусский народ и на свои народы, их судьбы,
и государственность, нашу белорусскую государственность. Еще раз скажу тем, кто до сих пор не понял, уясните раз и навсегда, мы родную землю, независимость и суверенитет никому не отдадим. Мы в любом случае выстоим. Просто хотелось бы по-человечески, как всегда, по-славянски. Мир сегодня не замыкается только на Европейском Союзе. На планете достаточно ответственных стран и целых регионов, с которыми мы продолжим тесно сотрудничать. За нами правда. И мы наследники великого поколения, которое подарило нам жизнь, свободу и независимость. Помните, белорусы, не только то, что мы говорим, но даже то, что мы думаем, они видят там, с небес, и слышат. Помните об этом. Я сегодня это говорю вам, понимая, что они нас слышат, они должны понимать, что они не зря погибли. Это святое воинство и сегодня помогает нам беречь родную Беларусь. Помогает прежде всего примером несгибаемой стойкости, мужества и самоотверженности, проявленных в годы Великой Отечественной войны. Сегодня мы славим подвиг нашего народа, чествуем ветеранов и скорбим о погибших, склоняем головы перед героями и невинными жертвами войны. Помните, эта память священна и незыблема, и пока она есть, эта память у нас, мы будем жить, жить всегда, достойно жить, не на коленях. Так есть, так должно быть, и так будет всегда. Равняйсь! Смирно! Торжественному маршу!